Всем привет! Апрель завершается, и я представляю топ-30 самых сложных тайников во втором сталкере. Можно даже сказать, самых неочевидных. И я уверен, что большинство из этих тайников вы не находили. Однако тут будут и известные тайники, которые просто отличаются своей труднодоступностью, поэтому я не мог о них не упомянуть. 30 место. Тайник на эстакаде. К нему можно попасть только попав в пространственную аномалию, которая находится посреди бара. Я попал к этой аномалии прямо через бар, но если там на пути встанет сталкер, то можно в нее прыгнуть и с обрыва. Ничего страшного, главного героя подтянет вверх и телепортирует прямо к тайнику. Кстати, возле самой пространственной аномалии также будет труднодоступный тайник. К нему очень трудно забраться. Тут, во-первых, нужно подлечиться, чтобы был максимальный уровень здоровья. Затем мы падаем на эту трубу с обрыва. Только так, потому что если вы будете пытаться добраться до этого тайника с другой стороны, то, скорее всего, аномалия просто затянет вас и телепортирует в темную долину. Это основная проблема. Поэтому нам нужно просто аккуратно свалиться вниз на эту трубу и уже далее пройти к этому рюкзаку, который висит прямо над обрывом. Ну далее уже забираемся, можем даже миновать эту аномалию, если будем действовать аккуратно. Правда, со мной случился вот такой конфуз, когда я прошел мимо этой аномалии, то не смог зайти обратно в бар, потому что там у прохода стал сталкер. И по итогу он просто не позволял мне пройти к бармену. Не пускал меня к нему. Вот такая вот тоже погованная ситуация немного. Говори з головним. 29 место. Тайник в бочке под лестницей полустанка Клевины. Очень неочевидный тайник, который находится в ржавой бочке. Она же в свою очередь располагается прямо под бетонной лестницей. Тут же на 29 позиции можно вспомнить про тайник в диване в Припяти. Этот диван вместе с остальным хламом скинули с одной из квартир. Он будет валяться прямо на улице, и, как ни странно, вместе с диваном выкинули и рюкзак. Правда, там ничего ценного не будет. 28 место. Вертолетная база Горелый лес. Тайник с ПСЗ Ястреб. К этому тайнику можно добраться только по транспорту и находящимся в ангаре стеллажам. Иначе вы просто погибнете от аномалий. Также достойно упоминания другой тайник, который тоже находится на этой подлокации. Это схрон с увеличенным магазином для лавины. Он расположен в сумке за бочками у цистерн, там где находятся огненные аномалии. 27 место. Тайник в лаборатории генераторов. Он доступен только если вы проходите игру за шрама, потому что за варту в эту часть лаборатории вы не попадаете. Можно было сюда, конечно, отнести тайники, которые доступны за варту, там на кране и чуть выше. Но их там два, а тут один. Поэтому я решил все-таки отнести в топ именно тайник, который доступен только за шрама. 26 место. Тайник у труб в фундаменте. Он доступен только если вы идете по пути Полесья. То есть если вы выбираете гостиницу Полесье. Как начальный вариант проникновения в фундамент. Очень неочевидный тайник в скоплении электро у труб. Этот рюкзак довольно легко упустить. 25 место. Легендарный комбинезон Заря наверху ремонтного причала. Многие ломали голову, как же его забрать, но ответ весьма прост. Нужно лишь обойти здание и забраться на крышу по лестнице, расположенной позади него.
24 место. Вал с прицелом на балконе квартиры у Сонечка. Детский садик Сонечка расположен посреди Припяти и является базой монолитовцев. И это основная проблема, которая мешает нам обыскать этот тайник, потому что по пути к квартире вас будут стрелять снайпера монолитовцев. Также из других интересных фактов отметим тот, что этот тайник не отмечен на интерактивной карте, хотя там отмечено большинство тайников с оружием. Вот на том балконе и будет валяться снайперский ВЛА. Именно этот тайник упоминался в КПК, который мы подобрали ранее, то есть тут все связано. Его можно обыскать и без КПК, я просто показываю логику разрабов. 23 место. Тайник наверху крана, возле выжигателя. Основная проблема этого тайника в том, что вам нужно сразиться с 5 полтергейстами, чтобы его обыскать. Конечно, огненного полтергейста вы можете пропустить, но вот с химическим и с электрическим лучше разобраться. Да, некоторые виды полтергейстов здесь представлены сразу несколькими единицами. То есть там может быть один огненный полтергейст и 2 электрических. Такая вот ситуация. И часть из них вам нужно обезвредить, потому что если, например, вы не убьете электрического полтергейста, то он будет спавнить электро на пути следования главного героя, что значительно усложнит обыск тайника. Двадцать второе место. Тайник в сейфе. Буряковка. Север Ростка. Буряковка — это деревня, которая расположена прямо рядом с Рыжим лесом. В этой деревне есть вот такое двухэтажное здание, в одной из комнат которого наверху расположен тайник в сейфе. Добраться до него весьма проблематично, так как основная дверь закрыта. Поэтому нам нужно разбить окно и спрыгнуть на трубу. И именно по этой трубе мы попадаем в недоступную ранее зону. Двадцать первое место. Тайник в сарае в хуторе у Стачанки. Этот тайник известен тем, что находится в сумке, которая наполовину закопана в землю. А так как в этом сарае еще и растет трава, то из-за нее может быть незаметно. Поэтому основная проблема здесь — это заметить эту сумку в траве, потому что она очень плохо видна. Ну и тайник весьма неплохой, так как в нем часто спавнятся пулеметные патроны. Намек на этот тайник размещен на значке радиации в навесе с дровами. У меня было подробное видео про этот тайник. Если не видели, то вот ссылка. 20 место. Тайник наверху музыкальной школы в Припяти. Тут расположен довольно известный тайник с оплотом, поэтому я его не стал добавлять, потому что о нем многие знают. А вот об этом тайнике знает меньшее количество людей. Ведь для того, чтобы его обыскать, нам нужно забраться по развалинам лестницы на самый верх. Рюкзак будет прямо у самой крыши.
И опять ничего ценного, хотя оцените красоту этого тайника. Девятнадцатое место. Тайник в поезде. Возле склада контейнеров в Рыжем лесу. Здесь есть два тайника на поездах, но к первому из них добраться легче. А вот для того, чтобы обыскать этот тайник, нужно сначала забраться на утес рядом. И с этого утеса спрыгнуть вниз. Далее прыгаем по поездам до тех пор, пока не дойдем до вагона самосвала. Именно в нем будет валяться сумка. Восемнадцатое место. Тайник в гараже. ПМК номер 35. Регион Юпитер. Это очень хороший тайник с хородом, оружие в идеальном состоянии, но вот найти его нелегко. Впрочем, часто выпадает наводка на тайник, что упрощает его поиск. Основная проблема здесь в том, как попасть в недоступный гараж, а сделать это можно только через крышу. Но чтобы до этой крыши попасть, нужно еще пройти по забору, демонстрируя чудеса удержания равновесия. Семнадцатое место. Тайник возле дерева. Недалеко от Белого дома. Припять. Рюкзак и мертвый сталкер расположены в очень неочевидном месте, вот в таком выступе, и немногие догадаются туда упасть. Однако во время своего прохождения залазил в разные, даже самые недоступные участки зоны, поэтому смог найти и этот тайник. 16 место. Тайник в химических аномалиях. Пионерлагерь сказочный. Горелый лес. Это настоящий ужас, я мучился с этим тайником очень долго. Во-первых, тут газовые облака, которые не исчезают, но часть из них пропадает, а часть все равно дамажит игрока. Плюс они сильно дамажат броню.
Ну а вишенка на торте — это аномалия Электро в самом конце, которая напрочь убивает любые попытки обыскать тайник. Поэтому, чтобы его залутать, нужно демонстрировать невероятные чудеса рефлексов. То есть, по сути, нужно запрыгнуть на комод и, аккуратно выглядывая сверху, стоя на этом комоде, обыскать тайник. Очень трудно, и с первого раза у вас не получится, да тут даже выпрыгнуть в окно проблематично. Пятнадцатое место. Тут можно сразу расположить несколько тайников на станции космической связи «Кристалл». Ну, первый тайник — это тайник ученого, на который есть наводка флешки, которая лежит в кирпичном здании рядом. Очень неочевидный тайник со сгущенкой и рюкзаком, которые валяются под цистерной. Тайник, который находится здесь рядом. Тут говорится про некоторые припасы, и ученый боится, что их утащат пчелы. Ну, пчелы — это вот те насекомые, которых мы можем встретить в Чернобыль 2. И под ней находим вот такой тайник. 3 банки сгущенки и рюкзак. Да, это и есть тот самый тайник, про который говорил ученый. Он даже прямым текстом намекает, что этот тайник находится под чем-то, куда не смогут добраться пчелы. Ну вот как раз под этой цистерной он и расположен. Ну а второй тайник расположен на мосту и тоже является весьма неочевидным. Сам мост находится недалеко от станции космической связи, вверх по карте. Обычный рюкзак, но зато посмотрите какой эпик, прямо у пропасти. Как бы разрабы не старались и не отгораживали эту зону перилами, я все равно перескочил. 14 место. Тайник под лестницей в подстанции дуги. Ну, на интерактивной карте отмечен тайник, который находится выше, он очень легкий, да и интеграл тут забрать не составит никаких проблем. А вот этот тайник находили единицы. Это рюкзак, который очень компактно расположен за ящиком под лестницей. Чем-то напомнил тайник в старом КБО из оригинального Сталкера Зов Припяти. Там тоже похожая ситуация. Но я бы сказал, что этот тайник еще сложнее. Потому что тут прям увидеть этот рюкзак, ну, очень трудно. 13 место. Труднодоступный тайник наверху клетки. Регион Цементный завод. Довольно известный тайник, но так как к нему трудно добраться, то я не мог его не добавить в свой топ. Здесь мы найдем долговскую версию научного комбинезона Сева, ну а также КПК и энергетик. Путь к тайнику усложнен тем, что само здание недостроенное, и нам часто приходится прыгать по лестницам, и даже вот использовать такую тактику разбега, чтобы забраться на самый верх. Но это уже не говоря о пси-излучении, которое идет от установки монолита сверху. Хотя она не рабочая, что меня удивляет. Я думаю, тут недоработка разрабов.
12 место, не менее труднодоступный тайник наверху центрального элеватора, регион Химзавод. Ну, основная проблема тут найти пространственную аномалию, которая нас туда доставит. А для этого нужно еще забрать ключ, который находится рядом. Вот такой труднодоступный тайник. Я тут на горі, у будівлі. Піднімайся до мене. Также на эту позицию я бы добавил тайник в аграрном цеху с долговским комбинезоном ПСЗ-9. Этот тайник еще труднодоступнее, так как там нужно сразу несколько ключей найти, и это проблематично. Особенно многие не догадаются запрыгнуть на строительные леса, чтобы зайти в недоступную комнату с бюрером.
11 место. Тайники на вертолетах. Поле вертушек, регион Янтарь. Здесь есть сразу 2 тайника на вертолетах, и к каждому из них нужно добираться по крутящимся винтам вертолетов. Это не учитывая тот факт, что не только нужно угадать тайминг и вовремя прыгнуть на этот винт, но еще и не попасть в аномалии, которые расположены на них. Десятое место. Легендарный тайник наверху карьера в рыжем лесу, к которому нужно добираться по подушкам. Причем к этим подушкам нужно зайти с правильной стороны, с южной, потому что если вы просто спрыгнете на них, то главный герой рухнет вниз. И тут важно не бежать по этим аномалиям, а плавно по ним идти, чтобы они как бы подкидывали главного героя вверх. Вот так понемногу как бы подкидывали по направлению к тайнику. У самого тайника нас встретят тушканы. Также тут валяются гаусс-патроны. У меня было видео про патроны к гаусс-пушке. Посмотрите, там мы нашли 100 патронов суммарно в тайник. Начался выброс, я еле успел к укрытию, нашел там жирный тайник. И потом вернулся еще на карьер и обыскал его. Искомые 40 гаусс-патронов будут валяться на самом-самом верху. Сначала мы можем забрать винтовку СВУ МК-3, обыскать сундук, ну а потом уже забраться по лестнице еще выше. И там будет валяться лимитированный энергетический напиток, который является пасхалкой. Вернее, не то чтобы пасхалка, просто он срисован с настоящего энергетика, который продавался в реальной жизни. Но вот 40 гаусс-патронов это прям жирно, это больше, чем мы встретили до этого. То есть в 3 местах побывали, встретили только 30 гаусс-патронов, а тут сразу 40, уже 70. Это уже внушительная цифра. Девятое место. Винтарь в северном тоннеле. Регион Затон. Основная проблема здесь это химера, с которой я возился очень долгое время на ветеране. Конечно, можно запрыгнуть на поезд и багаюзом просто расстрелять замершую химеру. Она там будет стоять на месте и в принципе не составит проблем ее одолеть. Но если бороться честно, то это очень трудно. Нужно постоянно перепрыгивать с одного
место в другое, как бы меняя именно сторону поездов, чтобы запутать Химеру. Я когда-нибудь опубликую полное видео боя с Химерой, вот именно таким образом. Это настоящее мучение. Ну и тайник того, конечно же, не стоит. Восьмое место. Комбез Сокол на Малахите. Еще один легендарный тайник, до которого я даже не додумался, как его обыскать. Мне помог интернет. Хотя наводка на этот тайник очень часто выпадает на карте, но опять-таки его очень трудно обыскать. Для того, чтобы обыскать этот тайник, нам вообще нужно стартовать с другой части Малахита, забраться на котельную и оттуда очень долго прыгать по обваленным трубам. А так как расстояние между обваленными трубами значительное, сделать это с первого раза очень трудно. Тут еще нужно скинуть лишний вес, потому что с перегрузом вам это никак не удастся. Я вроде бы и допрыгивал до труб, но перепрыгнуть их не мог. Но этот раз был успешным, мне удалось обыскать тайник вот так, сходу перепрыгнуть все трубы. Тут еще важно не забыть обыскать лимитированный энергетик по пути и чуточку снайперских патронов, а также аптечку. Такие лимитированные энергетики встречаются в самых труднодоступных местах, по типу карьера, аграрного цеха, ну или этого самого МТЦ Малахит. Далее будет отрезок пути, когда уже будет казаться, что дальше перепрыгнуть невозможно. Но мы тут просто смело падаем вниз на аномалию подушка. Далее нам придется прыгнуть под острым углом, так что нужно правильно разогнаться. Но ничего страшного, вот-вот и мы уже обыщем этот легендарный тайник. Здесь будет лежать, пожалуй, лучший бронежилет в игре, так как все, что лучше, это уже экзоскелет и экзокостюм. Это искровский вариант бронежилета ПСЗ в синей окраске. Посмотрите на его показатель физической защиты, он очень внушительный. Поэтому есть смысл прийти сюда даже в начале игры. Ну, конечно же, если вы не хотите заниматься богоюзом с экзоскелетом Алмаз. Потому что экзоскелет Алмаз, он все-таки подбирается нечестным способом. Тут же можно вспомнить тайник с экзоскелетом Рубин на 3-м этаже ДК Энергетик. К нему очень трудно попасть, так как дверь заблокирована.
А для того, чтобы обойти это ограничение, нужно либо забраться на башню напротив здания и оттуда со снайперки расстрелять обломки, либо просто закидать эту комнату гранатами с улицы и таким образом расчистить путь. Немного облегчает ситуацию тот факт, что этот тайник часто отмечается на карте, поэтому мы можем догадываться о том, что в эту комнату можно попасть. Но даже так, если не увидеть в прицел содержимое, то вот так понять, что эту комнату можно как-то залезть и расчистить путь к ней, ну, довольно проблематично. Седьмое место. Тайник с СПСА в хлебзаводе, регион Юпитер. Это единственный тайник в игре, который можно обыскать только если придвинуть деревянный ящик. Это прямая отсылка к ситуации, которая была в тени Чернобыля. Ну, там можно было запрыгнуть в заколоченный дом двумя путями. Либо через крышу, ну, через вышку и забраться на разломленную крышу, либо через окно. Но для того, чтобы попасть в это окно, нужно было придвинуть к нему деревянный ящик, который стоял неподалеку. Шестое место. Тайник в сейфе в лаборатории X5. Ну и сюда же можно отнести тайник в рюкзаке рядом с мертвыми наемниками в той самой лаборатории. У меня было подробное видео про эту лабораторию. Основная суть этого тайника в том, что вам нужно установить подавитель и уже потом повторно, вне сюжета, вернуться в лабораторию X5, потому что изначально этого тайника не будет. В сейфе вы найдете улучшение балансира для ПБС, одного из лучших пистолетов в игре. Пятое место. Тайник в колесе грузовика поле вертушек с улучшением чок для сайги. Ну, тайник сайго, я думаю, многие знают, и многие его находили в этом месте на кладбище техники. Но ведь тут есть и улучшение для оружия, оно расположено не так далеко. Только вот проблема в том, что даже с интерактивной картой найти это место невероятно трудно. Рюкзак очень компактно размещен в колесе грузовика, и вот так просто его заметить случайно практически нереально. Это один из самых жестких и труднодоступных тайников в игре. Четвертое место. Тайник в убежище монолитов, Припять. Я его расположил на первое место когда-то в своем шортс, но я думаю, что это все-таки ошибка, потому что этот тайник нетрудно обыскать, если придерживаться определенной тактики. Основная проблема тут в том, что очень долго придется следовать по этим квартирам. То есть там вы потратите около часа реального времени, может даже 1,5 часа, потому что очень много врагов и очень медленно это все проходится. Но не умереть здесь довольно легко, потому что монолитовцы часто багуются и не сразу реагируют на ваши выстрелы. А вот если бы они летели на вас напролом, то это было бы гораздо сложнее. Сам тайник дерьмовый, да, там улучшение для экзоскелета воля, но это такое, оно того не стоит.
Третье место. Легендарный тайник наверху градирни. Ох, сколько же я помучился с этим тайником. Тут основная проблема, конечно, не забраться наверх градирни. Сделать это довольно легко. Лестница, телепорт, и вот вы у места. Но спрыгнуть с нее на аномалию подушка. Я предпринял огромное количество попыток, поэтому этот тайник заслуживает быть в топе выше того тайника в убежище Монолита. Ну и что мы тут находим? Обычный автомат Днепро, который гораздо легче добыть в объекте Лещина, на востоке Рыжего леса. Там это сделать гораздо проще. Второе место. Тайник за кодовой дверью дамбы Янтаря. О да, это легендарный тайник, это настоящий ужас, потому что для его обыска вам нужно бегать по всему кладбищу техники, выискивая нужные цифры, которые отмечены на номерах грузовиков. Сделать это трудно, там столько много грузовиков и транспорта, что найти нужный, ну очень-очень трудно. И тут помогают только вот эти знаки всевидящего глаза, но и то не всегда. Поэтому этот тайник заслуживает быть на втором месте. Что за...
Ну и первый тайник бесспорно находится в этой квартире в Припяти. Здесь нужно ввести код из 8 цифр. Многие его вводят читерским образом, но если искать его честным способом, то сделать это невероятно трудно. Вам нужно собрать 8 КПК, при этом еще разобраться с этими КПК, потому что 6 КПК не работает. Там нужно подбирать цифру методом подбора. То есть, по сути, вам достаточно 7 КПК, но опять-таки собрать код, догадаться, что эти жирные цифры это именно часть вот этого кода, понять это, ну, это очень трудно, без гайдов я бы не разобрался. Это нереально трудный тайник, да, там гаусс-пушка, улучшение для САИ, для РПМ, но, блин, догадаться до такого, ну, это очень трудно. Вот такой топ труднодоступных тайников. А какие тайники бы вы добавили в этот список? Да, понимаю, тут не все тайники с кодовыми дверями. Можно было там вспомнить кодовую дверь на станции переработки отходов. Но если бы я делал такой топ, то первая часть этого списка была бы представлена в большинстве своем именно кодовыми дверями. А я хотел разнообразия, хотел разных ситуаций. Где-то тайник обыскать трудно, так как он расположен в неочевидном месте. Где-то мешают враги, где-то нужно придвинуть ящик. То есть я хотел максимально разнообразить свой список. Поэтому я добавил только 2 самые жесткие кодовые двери и не стал уже добавлять другие. Хотя они тоже, безусловно, заслуживают внимания. Ну а с вами был Валентин. До скорого. Куча видео про тайников уже готовы. Будут публиковаться постепенно. Я их поставил на запланированную публикацию. А уже летом мы сосредоточимся на самых жирных локациях. У нас будут такие прям глобальные выпуски по тайникам. Такие, ну, больше по хронометражу и с озвучкой. Думаю, будет интересно. И бинокль. Но бинокль мы взять не можем, так как бинокля во втором сталкере нету. Тут есть куча экзоскелетов, в том числе таких сложных, как Брумбар или Панцирь. Но здесь нету бинокля.